Чернобыльская авария 1986 года стала крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества, оставившей неизгладимый след в судьбах людей и в самой Земле, на которой стояла станция. И хотя прошло уже много лет, это событие продолжает вызывать трепет, заставляя нас задумываться о хрупкости современного мира. В этом видео мы обсудим 20 самых жутких, странных и необычных открытий, связанных с Чернобылем. И начнем с подвала больницы, места, окруженного мрачной славой. Речь идет о подвале санчасти номер 126, представляющем собой узкий коридор длиной около 70 метров, в стенах которого тянутся трубы отопления и водоснабжения, а по пути встречаются небольшие комнатки. Несмотря на то, что Припять давно стала туристическим объектом, об этом подвале предпочитают умалчивать. Не потому, что он слишком страшный, а потому, что доступ туда опасен. Именно в эту больницу привозили пожарных, первыми бросившихся тушить реактор. Поступая в отделение, они снимали с себя форму, а облученную одежду сбрасывали в подвал, где она остается по сей день. Многие из этих людей скончались в течение 2 недель, получив смертельные дозы радиации. Из-за этого место обросло легендами. Кто-то уверяет, что там бродят призраки погибших, но на деле вход закрыт из-за крайне высокого фона. Отдельные предметы здесь зашкаливают до десятков миллионов рентген, что многократно превышает естественный фон. После взрыва перед советским руководством стояла первоочередная задача — остановить распространение радиоактивных материалов и изолировать разрушенный реактор. 15 мая 1986 года Министерству среднего машиностроения поручили в кратчайшие сроки начать работы по строительству защитного укрытия. За 2 суток была создана структура управления, а через неделю к станции прибыли первые специалисты. Масштабы разрушений оказались настолько велики, что требовалось буквально засыпать реактор бетоном, землей и тяжелыми металлами. На рассмотрение было вынесено 18 проектов, и выбран был вариант инженера Владимира Курносова, предусматривавший поэтапное создание защитных слоев от периферии к центру. За рекордные 206 суток более 90 тысяч рабочих возвели так называемый саркофаг. Было залито около 400 тысяч кубометров бетона, смонтировано свыше 7 тысяч металлических конструкций и вывезено огромные объемы зараженного грунта. Северная стенка состояла из 4 уступов по 12 метров, а палубка представляла собой металлические листы длиной почти 54 метра, каждый весом около 100 тонн. Западную часть закрыли 45-метровой бетонной стеной, а центральную перекрыли 2 массивными балками весом более 165 тонн. В процессе строительства демонтировали 2 дюжины огромных металлических труб длиной по 36 метров и диаметром более 1 метра. Первоначальный срок службы укрытия оценивался до 2006 года. Впоследствии конструкцию усиливали, а в 2019 году над ней завершили монтаж нового защитного контура. Среди чернобыльских объектов особое место занимает радиолокационная станция «Дуга». До аварии она была совершенно секретной, и лишь спустя годы стало известно ее истинное предназначение — обнаружение пусков межконтинентальных баллистических ракет на расстоянии до 3000 километров. Ее гигантские антенны высотой около 140 метров могли фиксировать характерные следы ракет в атмосфере. Всего было построено 3 таких комплекса, но до наших дней сохранился только один, и теперь он возвышается над лесами зоны отчуждения, вызывая у туристов ощущение прикосновения к чему-то инопланетному. Чернобыльская зона не обошлась и без собственных легенд. Одна из самых известных — история о так называемой «черной птице», которую еще до аварии якобы видели рабочие станции.
Существо описывали как огромную темную фигуру с размахом крыльев около 6 метров, с человеческими очертаниями и 2 красными глазами, светящимися на груди. Некоторые утверждали, что после встречи с ним чувствовали сильные головные боли, а кто-то даже умер. Черную птицу стали считать предвестником беды, подобно американскому человеку-мотыльку. Скорее всего, это всего лишь миф, но именно такие истории добавляют Чернобылю мистической атмосферы. Гораздо более реальным открытием стали черные радиационно устойчивые грибы, найденные в наиболее загрязненных точках реактора. Ученые обнаружили, что они содержат много меланина, вещества, которое поглощает радиацию и, по сути, превращает ее в источник энергии. В 2016 году образцы этих грибов отправили на МКС, где они снизили уровень радиации примерно на 2%, что привело к разработке новых защитных материалов для использования в космических миссиях. После эвакуации Припяти по городу остались сотни брошенных собак. Многие погибли, но часть популяции выжила, размножилась и приспособилась к жизни в зоне. Сегодня здесь живет около 800 собак, представляющих большой интерес для генетиков. Исследования показали, популяции, живущие ближе всего к месту взрыва, сильнее всего отличаются от собак, обитающих в чистых районах. При этом каких-то радикальных мутаций пока не выявлено, но влияние многолетнего низкоуровневого облучения еще предстоит изучить. Одним из самых тревожных визуальных символов Припяти остаются забытые игрушки. Детские куклы, машинки, мягкие звери, оставленные в спешке, будто сохраняют в себе эмоции того дня. В заброшенных квартирах и школах они лежат так, словно дети выйдут за ними с минуты на минуту, хотя с тех пор прошли десятилетия. Неудивительно, что именно этот образ часто используется в фильмах ужасов и репортажах о зоне отчуждения. Интернет полон stories о чернобыльских зомби. Предлагаются ночные видеозаписи, где человек якобы убегает от группы мутантов, которые в конце концов его настигают. Подобные ролики легко выдаются за реальность, но в действительности представляют собой постановки, созданные на волне популярности постапокалиптической тематики. Настоящие же силуэты Припяти — это граффити, созданные художниками из России, Белоруссии и Германии. Черные силуэты людей в движении напоминают тени бывших жителей, будто навсегда застывшие в своих домах и школах. Среди легенд сталкеров есть и история о мутировавшем лосе, якобы встреченном в лесах зоны. Его описывали как животное, крупнее обычного почти в 1,5 раза, со странной мордой и желтыми светящимися глазами. Пули, по словам очевидцев, будто проходили сквозь него, как сквозь дым. Для науки такие рассказы пока остаются неподтвержденными, но необычные формы мутаций действительно могут происходить под воздействием радиации. Реальным объектом, представляющим огромную опасность, остается так называемая «слоновья нога». Массивная масса расплавленного топлива, графита и металлов, сформировавшаяся после взрыва реактора. Ее обнаружили осенью 1986 года в одном из подземных коридоров. Дозиметры показывали около 14 500 рентген в час, смертельную дозу, многократно превышающую норму. Даже сегодня несколько десятков секунд рядом с этим объектом могут оказаться фатальными. Одним из самых атмосферных мест Припяти считается класс, полностью заваленный противогазами. В центре сидит кукла, добавляя комнате почти театральный оттенок. И хотя противогазы сюда приносили туристы, помещение остается символом паники и неведомой угрозы, которую переживали жители. Еще одно жуткое место — детский сад в Копачи. Единственное уцелевшее здание деревни, полностью снесенное из-за экстремального уровня радиации. Внутри все выглядит так, будто время остановилось. Обгоревшие и изорванные книги, ржавые кровати, сломанные игрушки.
Сама деревня превратилась в пустошь, где природа постепенно поглощает следы человеческого присутствия. В Замошне, другой заброшенной деревне, когда-то располагались школа, клуб, библиотека, монастырь. Но теперь через густые кроны деревьев лишь угадываются очертания разрушенных строений. Несмотря на снижение радиации, жизнь сюда уже не вернется. Среди тех, кто пережил эвакуацию, нашлись люди, решившие вновь вернуться домой. Это так называемые чернобыльские бабушки. Пожилые женщины, которые тайком возвращались в родные села, продолжали вести хозяйство, заниматься огородами и держать животных. Их стойкость и жизнелюбие заинтересовали документалистов, и в итоге о них был снят фильм, в котором режиссер восхищается их юмором и мужеством. Чернобыль стал одним из центров так называемого «темного туризма» — путешествий к местам трагедий. Официально зона была открыта для туристов в 2010 году, затем закрыта и снова открыта. Стоимость тура составляет около $100, а ежегодно здесь бывают десятки тысяч людей. Но помимо официальных групп, в зону постоянно проникают нелегальные сталкеры. В лесах Полесья спрятан один из самых радиоактивных артефактов — огромный металлический захват, которым рабочие собирали графитовые блоки на разрушенной станции. Уровень его радиоактивности оказался настолько высоким, что инструмент просто вывезли в глушь и оставили там, стараясь держать место в тайне. В пруду охладителя Чернобыльской АЭС водятся гигантские сомы длиной до 2 метров и весом свыше 40 килограммов. Ученые выяснили, что их размеры не связаны с мутациями. Просто в результате изменения экосистемы исчезли многие хищники, и у сомов стало больше пищи и меньше конкурентов. В память о трагедии в центре Чернобыля возвели мемориал «Звезда Полыни», главным элементом которого стал металлический трубящий ангел. Он стоит на зараженной земле и словно возвещает о катастрофе, отсылая к библейскому отрывку о звезде Полынь, падение которой сделало воды горькими. Эта символическая связь не раз обсуждалась, а автор скульптуры попытался выразить скорбь по погибшим ликвидаторам. Одним из самых узнаваемых объектов Припяти остается городской парк с колесом обозрения, которое так и не открылось. Его запуск должен был состояться 1 мая 1986 года. Теперь ржавый аттракцион стоит как напоминание о том, как внезапно может оборваться обычная жизнь. Под колесом, как и на некоторых участках парка, радиационный фон остается высоким, ведь во время ликвидации сюда временно сажали вертолеты. Наконец, одной из самых странных историй является рассказ о русской коммуне на греческом острове Гавдос, основанной учеными, пережившими облучение. Говорят, что после аварии один из физиков оставил науку, увлекся философией и убедился, что может исцелиться духовными практиками. Он собрал вокруг себя единомышленников, и они создали общину, живущую уединенно и стремящуюся к эволюции сознания. О них ходят легенды, от лабораторий бессмертия до тайных исследований. Но сами участники утверждают, что просто ищут новый путь для человека. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.